Добрый день. Хочу представить вам схему, прототип концертного провайдера на примере одного из российских лейблов Archer Music, а также на примере подписанной на этот лейбл звезды, артиста Ольги Бузовой. Как вы видите, сам провайдер разделен на несколько контуров. Концерт-контур, непосредственно сам контур, который обслуживает концертное мероприятие, а также мессенджер-контур, скажем так, бэк-энд, куда перетекает частично трафик, а также где продолжается до продажи и дальнейший нагрев публики и фанатов артиста для следующих мероприятий или концертов или турне. В чем суть? На самом концерте разворачивается Wi-Fi сеть. Эта Wi-Fi сеть позволяет при подключении посетителей к Wi-Fi предложить ряд коммуницирующих, так сказать, инструментов. Например, во-первых, каждый, кто подключается к Wi-Fi для того, чтобы вести там прямую трансляцию с концерта, например, или просто поделиться фотографией с любимым артистом, они проходят процедуру нотификации, а также могут попасть на бренд-страницу, где могут поделиться своей социальной сетью, например, или скачать какой-то виртуальный актив артиста. Кроме этого, существуют рекламные баннеры, которые показываются при подключении. Здесь сделан пример на том, что у Ольги есть мерч, у Ольги есть книги в продаже, проводятся периодически конкурсы ремиксов, ну и также просто какие-то новинки ее музыки. Кроме этого, конечно же, можно пройти ряд опросов, которые помогут понять потенциальную аудиторию артиста. Ну и, конечно же, подписаться на социальные сети. Это первый развертываемый контур, он так и называется Wi-Fi модуль, который развертывается на территории мероприятия и позволяет подключать через вот такие вот страницы всех посетителей мероприятия и собирать эту информацию в специальном программном обеспечении. Кроме этого, можно поставить еще один контур, так скажем, Wi-Fi радар, который будет собирать MAC-адреса всех посетителей этого мероприятия. Также все собранные MAC-адреса можно выгружать на рекламные площадки Яндекса, MyTarget и, соответственно, настраивать уже таргетированную рекламу, используя инструменты Яндекса или MyTarget. Ну, например, в ВКонтакте можно сделать рекламную кампанию и по специальным выбранным форматом и плейсментом можно давать таргетированную рекламу для продажи, предположим, альбома, либо для стимуляции интереса к следующему мероприятию. Это первый активный контур, Wi-Fi контур. Второй активный контур, который также используется, это пример квест-модуля. По всему мероприятию раскиданы QR-коды. Каждый наведенный телефон на этот QR-код запускает определенную цепочку сообщений, либо логику, либо механику. То есть, если вы наводите, предположим, на QR-код с треком «Водиться», после этого происходит переход, человек получает любимый мессенджер в удобный для него вот такое вот определенное сообщение, и мы получаем определенную информацию, что человек навел тег, это как бы конкурс концерта, это QR, и что он нашел QR «Водиться». После этого ему можно будет предложить, как скачать бесплатно этот трек, например, либо получить за это какой-то, ну там, не знаю, значок от артиста, либо какой-то бонус или подарок. Таким образом, чем больше QR-кодов фанат соберет на концерте, тем больше у него возможности попасть и получить суперприз. Ну, в данном случае здесь пример ужин со звездой. Конечно же, сам подарок может быть любым. Кроме этого, на концерте, конечно же, можно запускать WhatsApp-рассылку. Причем, как вы знаете, сегодня можно делать официальные WhatsApp-рассылки, можно делать неофициальные WhatsApp-рассылки. И соответственно, для официальных WhatsApp-рассылок, если у лейбла заведен официальный WhatsApp API, это будет выглядеть вот так вот. Можно собирать обратную связь, просить поделиться, так сказать, своими наблюдениями по поводу концертного сервиса. Или можно делать прямое обращение от звезды, давать какие-то специальные наборы подарочные и так далее. Ну, если вы используете, конечно же, серые провайдеры, то также можно делать рассылку, которая
будет стимулировать, например, покупать определенные музыкальные сборники прямо на концерте по специальной цене. Это еще один модуль, квест-модуль. Кроме этого, вся существующая накопленная информация, она, конечно же, также ротируется в мессенджер-контуре. Отдельно созданные, заранее создаются несколько контуров. В данном случае здесь пример. Это лейбл модуль, где выстраивание в мессенджерах экосистемы работы лейбла, причем по артистам. И отдельно каждый артист имеет такую же автоматизированную экосистему в мессенджерах. Давайте рассмотрим на примере артиста сначала. То есть, когда человек подключается к Wi-Fi, например, и хочет узнать поподробней что-то из предложенных ему офферов, то он может спокойно перенестись в удобный ему мессенджер. То есть ему просто предлагается условно выбрать мессенджер, когда в данном случае здесь проведен пример для Фейсбука, это можно сделать для любых других мессенджеров. Вы просто переходите, так сказать, в социальную сеть звезды, где вас начинает непосредственно стимулировать чат-бот, который может как предлагать просто какие-то истории от артиста, ну, например, из разряда там, помню, как-то были мы на концерте, или какая-то обратная связь от публики можно собирать. Отдельно здесь, конечно же, можно делать промо, размещать рекламные посты, через которые можно также в мессенджерах собирать аудиторию, ну и так далее, проводить различные конкурсы. Кроме этого, также, например, так как у Ольги, я не знаю, правда, насколько сейчас это актуально, существует сеть своих ресторанов в Москве и в Питере, поэтому специально для них, также если у фанатов и поклонников артиста есть интерес, предположим, попробовать кухню от Ольги, то есть возможность при нажатии на определенную клавишу перейти на идентифицирующий такой мини-лендинг, условно, выбрать мессенджер и попасть в такую как бы в сервисный чат-бот, который обслуживает непосредственно фуд направления артиста. Здесь можно почитать меню, посмотреть, что предлагается, скачать приложение, предположим, если у артиста есть какое-то приложение, там, я не знаю, заказать доставку, забронировать столик и так далее, и так далее. Конечно же, кроме этого, здесь представлен продакшн, когда популярные блогеры, можно посмотреть отзывы популярных блогеров об этом заведении артиста и так далее, и так далее. И каждое такое сообщение, которое приходит в мессенджер, оно содержит тот или иной актив артиста. Здесь в данном случае это мерч, с которым работает Ольга. Также, кроме этого, можно, конечно же, обязательно ознакомиться с музыкой, скачать, послушать. Можно заказать, почитать, ознакомиться с книгами, которые представлены у артиста. Ну и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Таким образом, каждый переведенный человек из первичного Wi-Fi контура при нажатии на клавишу переходит на то или иное сообщение и уже поддерживается сервисным чат-ботом. Что касается самого большого модуля, лейбл модуля как такового, то здесь, как вы видите, механика похожа, но она имеет более серьезные каскады, а также деление по артистам. То есть, например, если человек так или иначе из какой-то рекламы или из специального баннера или через QR-код также переходит на такой мини-лендинг, который открывается на его мобильном, он выбирает любой мессенджер, удобный для него, и попадает в такой как бы условный, назовем это, мессенджер-ветка, где, например, для одного из артистов он может посмотреть, какая музыка у артиста представлена, какие видео у него не выходили, посмотреть анонсы или отчеты с концертов, посмотреть видео, интервью и так далее, и так далее. Как вы видите, соответственно, вот она, Ольга, с ее настроенным артист-модулем. Или, например, обратите внимание на продюсерский центр Лепса, который также представлен в Archer Music. Для него отдельно можно сделать несколько направлений, потому как, например, тот же Григорий Лепс имеет у себя непосредственно несколько, в том числе, финансовых активов. Например, это Jerry.com.
И для каждого такого актива, для каждого такого артиста можно сделать отдельные такие мини-магазины в мессенджерах, где человек постепенно переходит и может посмотреть, какие представлены в данном случае браслеты, если нужно купить, заказать, почитать отзывы и так далее. Конечно же, если мы смотрим на субветки, которые, например, относятся к продюсерскому центру Лепса, то у него же, конечно же, есть свои собственные артисты. И также для каждого из этих артистов можно выстроить свою определенную экосистему в мессенджерах, от видео, социальных сетей, интервью, освещение жизни артиста. И, конечно же, все это пробрасывается в CRM-систему для аналитики. CRM-система может быть как, собственно, лейбла собственная своя, а также содержаться в непосредственно в используемом сервисе, через который настраивается мессенджер-экосистема. Таким образом, каждый артист, который работает на концерте, каждый концерт становится своеобразным цифровым ситом, через который проходит определенное количество подписчиков, посетителей концерта или фанатов. Каждый из них оставляет какой-то свой след или через квест-модуль, QR-модуль, или через откликнувшись на рассылку в WhatsApp, или подключившись к Wi-Fi контуру, поделившись своей информацией, что ему интересно, или просто перейдя по прямой таргетированной рекламе в модуль артиста и так далее, и так далее, и так далее. Каждая информация, которая проходит в этой системе, передается в CRM, а также выгружается в сквозную аналитику для того, чтобы на выходе лейбл мог видеть, какие коммуникации больше всего активны по тому или иному артисту, и для того, чтобы он мог проанализировать эти данные и в будущем вести бизнес более таргетированно и предлагать какие-то новые интересные решения для слушателей. Для чего это все? Если после сегодняшних событий мы посмотрим на развитие вообще концертной деятельности, то мы поймем, что просто проведение концерта по старым аналоговым офлайн методам уже не актуально. Именно сегодня каждый концерт должен стать максимальным количеством точек контакта с потенциальными фанатами, с потенциальными слушателями. Особенно это касается молодого поколения, которое сегодня просто многократно пользуются различными мобильными средствами связи, и именно для них эта экосистема будет сверхактуальна. И если вы посмотрите на приложенную карту цифровой эволюции, то вы поймете, что именно сегодня такие концертные провайдеры начнут выводить как отдельные лейблы, так и целую отрасль музыкальную на совершенно другой уровень. И тот игрок рынка, который первый сможет это сделать, он получит огромное количество цифровых возможностей, которые в будущем окупятся. Спасибо за внимание. Надеюсь, вам было интересно.